Это очень депрессивный такой вопрос. Только семечки. Тебя уже трясет. Они живут просто в икре, эту ракетку, в дребезге. Но я не хочу свои деньги угробить сейчас. Это была просто моя мечта. $1 миллион. Сейчас я бы сказала, вы такое. От души в душу. Обычно это почему-то, я не знаю почему, происходит на тренировках у меня. Последнее это, наверное, был в Дубае. Все там просто выводит из себя, потому что там мяч очень быстро летает, неровные корты. Я просто эту ракетку в дребезге. Это снимает напряжение, да, но не улучшает твою игру. А вот эти, которые Рональдо рекламирует, я видела от классе классные, мне аж прям хочется прям купить их. Ну, Рональдо, я думаю, что любое, чтобы он рекламировал, все будет интересно. Но особенно мне, так как я большой его фанат. Нет, не знакома. Надеюсь, в будущем. Но вообще фанат просто его карьеры, не по внешности, конечно. Интересный у вас вопрос. Может быть, для защиты, чтобы не сгорать. Нет? Или можно тоже сгореть, я не знаю. Может быть, мужественнее, чтобы казаться мужественнее. Может, ты не так мужественно кажешься, как твой напарник. Вам не понравился комментарий по поводу ваших волос, вашей мужественности? О, это, конечно, депрессивный такой вопрос. Да, мало. Интересно. Мало, хорошо. Ну, 3, 2. 2? 2 вообще? Да, Пол. Это очень депрессивный такой вопрос, потому что очень-очень много денег уходит на команду. У меня 5 человек, есть папа, который считает все мои расходы, все мои деньги, и я очень редко, когда смотрю на банковский счет. Но мы еще не дошли до того, наверное, момента, когда мне скажут, нет, чартера не будет, будет эконом-класс. Но он меня всегда держит в курсе по моим расходам, он держит все мои финансовые вопросы. Это между 250 тысяч и 300 тысяч в год. Это вся команда, это перелеты, это гостиницы, это какие-то расходы, зарплаты. То есть они живут просто в икре, в черной икре, подавайте им. И я дальше всем раздаю. Стоит 130, наверное, долларов. Но у меня ракетка, она вся сделана под меня, то есть там ручка, голова ракетки, даже материал. Я то есть сама могу выбрать, могу сделать ту ракетку, которая мне подходит. Но я их вообще бесплатно получаю, у меня контракт. Ребята, как получить бесплатно вещи, не скажу, но посоветую, как вернуть часть денег с покупок. Пользуйтесь кэшбэком Letyshops. Помните ракетку в прошлом выпуске? С нее мы тоже вернули часть денег кэшбэком. Откуда деньги? Магазины сами заинтересованы в клиентах и платят за это Letyshops, а сервис уже делится кэшем с нами. Просто заходите на сайт letyshops.com, выбирайте необходимый магазин, покупайте как обычно. Но фишка в том, что после покупки вам на счет капает до 30% стоимости. Эти деньги вы можете вывести в любой момент на карту или телефон. Под видео оставляю ссылку. Если зарегистрируетесь по ней, получите премиум аккаунт в подарок, а значит и сэкономите больше. Иногда случалось такое, но это нормально, я считаю. Всегда жила с мамой, и иногда, конечно, приходилось, может быть, где-то что-то там сказать, я там пойду с девочками прогуляюсь. Ну, конечно, детские дискотеки, когда они там заканчивались уже в 12 часов. Но я думаю, что очень-очень мало по сравнению, там, может быть, даже с вами. Не знаю, это я обычно кукурузу не покупаю на пляже. Муж не может, то качан поможет. Кукуруза, как у Тома Круза. Качан обалденный, галлюциногенный. Только семечки. Я думаю, может быть, где-то гривен 40. Да, одежда сейчас очень дорогая, особенно летом. Сейчас я бы сказала, вы такое. Про девушек такого поведения. Не, я-то Мы знаю, читаем сколько. мысли. Я-то знаю, я прошлым летом ездил туда. Да? А, так вы знаете расценки? И что, совсем дорого, да? А?
Снимать, да, снимать. Подъезжаю щекотно, говорю, «А сколько комплекс? Комплекс. Так, Комплексный обед. 400 гривен стоит. Задешевили. Это 10 качанов кукурузы. Да, 10 качанов. Можно, знаешь, как расплатиться? Кукурузой расплачиваться. Я ребятам говорю, блин, ну пожалуйста, можно мне скиньтесь, потому что так аж прям душа просит. Да. Да, И прям 3 качана не хватает. 3 качана. Вы мне позвонили, я вам еще 2 качана бы дала. Может быть, и 3 будет. Самый удачный год — это предыдущий год. Там у меня были и спонсорские бонусы хорошие, потому что у меня большинство бонусов это к концу года, моему рейтингу. Спонсорские деньги все равно вам там не скажут, потому что это конфиденциальные вопросы. Но в интернете там существует цифра вообще общие мои заработки. Но также мы должны минусовать. Они не минусуют мои таксы. Например, если ты играешь в Англии, да, то тебе там снимают 35%, в Китае там 30%, там в Америке 45% сразу сняли. И ты даже не увидел эти деньги. Поэтому в год всегда разные доходы, смотря когда ты играешь. Какая сумма? Я стараюсь об этом не думать, находиться на земле. Нормальная сумма, жить можно. Худший фильм. Кстати, на прошлой неделе смотрела, называется The First Page. Ну, просто он тупой, там нету самой идеи. Сама идея какая-то непонятная, она была просто ни о чем. Как бы страшный он, но в то же время вообще не страшный, какой-то дебильный совершенно. Ужасный фильм. У нас существует правило, что у тебя есть 15 минут, когда тебя уже вызвали на корт, есть 15 минут, чтобы появиться. Но я не опаздывала никогда. Было такое, что было где-то 14 минут. Я уже бежала, потому что я не следила за своим кортом. И было, я не успела не забрать ракетку, и было очень далеко идти до корта, и я уже добегала до этого корта, я помню, это было вообще. Но это также было по юниорам. И когда ты играешь на больших турнирах, все турниры, которые я играю, идет телевидение, тебя предупреждают 10 раз, с тобой приходят в раздевалку, тебя спрашивают, все нормально, ты сходил в туалет или нет, чтобы быть готовым уже выходить на корт, там дальше считают 20 секунд, 10 секунд, ты уже стоишь, уже тебя уже трясет. Что никто не готов инвестировать столько денег в теннис. Вообще, чтобы сделать большой турнир, то есть нужно как минимум $1 миллион. Но в Украине никто не готов делать такие турниры, и спонсоры тоже не готовы. Это сейчас в последнее время теннис стал развиваться просто семимильными шагами. В Украине стал более быть популярен, и сейчас уже делают намного больше каких-то соревнований, показательных соревнований тоже. То есть я думаю, что мы двигаемся, но просто очень-очень маленькими шажками. Меня тянет как раз учиться, там бизнес-книги, бизнес-курсы, чтобы узнать больше, куда лучше инвестировать свои деньги в будущем. Да, начальные стартапы. Пока что недвижимость, да. Но я не хочу свои деньги угробить сейчас. Поэтому я сейчас занимаюсь больше своим делом, да, играю в теннис. Последний концерт, кстати, это был Бруно Марс 2 дня назад. В Лондоне я ходила. Это была просто моя мечта — сходить на Бруно Марс. Это было невероятно. Поп, да, хип-хоп, R&B, такое. Сейчас мы разыграем эти мячи, и их получит тот, кто ответит правильно на вопрос, какая у меня собака и как ее зовут. Пишите ответы в комментарии и подписывайтесь на YouTube-канал «От души в душу». С вами была Елена Свитолина, и это была программа «От души в душу». От души в душу.